waited till you came. He don't know my name. Рада всех приветствовать на своем канале. 27 июля 2024 года у нас на календаре. Буду пытаться делать для вас хотя бы легкий, но расклад на самое быстрое сбываемое событие. Любимая тема, собственно, ваша, хотя бы раз в 2 недельки. Света практически нет, поэтому работать крайне сложно, почти невозможно. А тут еще группы скоро у меня начнутся с августа месяца, группа обучения. И вообще не представляю, когда и как я буду выходить. Если не выхожу, не сильно переживайте, хотя переживаете, спасибо, что переживаете. Но пока так. Танец шамана сегодня в работе, и ваша любимая тема «Стучит, гремит, на порог ступает». Это 100% произойдет в считанные дни у кого-то из вас. Сегодня мы работаем без сигнификатора. Запоминайте позиции, которые выбираете, если работаете с интуицией. Лучше весь расклад внимательно прослушать, потому что для кого-то из вас, для троих, расклад в ближайшие дни проиграется в жизни, мои хорошие. Я выбираю незадействованные позиции. Ну и давайте посмотрим по единичке, что покажут нам карты. Что же покажут нам карты? Все старшие арканы. Ни себе чего, ни себе чего. Для кого-то из вас очень переломный момент, дорогие мои, очень переломный момент. Готовьтесь к большим перетрубациям, скорее всего, в делах, в бизнесе, в работе. Это смотря для кого из вас отыграется. Здесь большое количество старших арканов, то есть тут уже действия, которые... Они уже начались за вашей спиной, об этом многие еще не знают. Есть некий... Я бы сказала, есть персонаж, которого я назвала бы либо учредитель фирмы, либо человек, который выполняет обязанности, держит какой-то пост. У него есть весомое положение либо на работе в какой-то фирме, либо в обществе. Может быть, это социальная какая-то служба. В любом случае карты показывают, что как раз на росте карьеры некая дамочка, мне она падает очень предприимчивая и очень сильная, весомая, путем закона сделает бяку, подставит буквально человека, предъявив ему претензии, причем это будет на официальном уровне, не просто какие-то слова за спиной сказанные, а именно уберет тактически, путем законных методов, вот я бы так сказала. И вот эти претензии, времени будет очень мало. Я так понимаю, что либо будет как раз в разгаре какой-то проект, вот что-то будет на пике, что-то будет в развитии, и нужно срочно будет делать какую-то рокировку. Девоньки мои дорогие, здесь женская энергетика, и я могу сказать, кто-то из вас, жребий выпадет на вас, все будет очень быстро меняться, и будет здесь назначение. Готовьтесь к новому месту. Причем я не могу сказать, вы в фаворе у этой дамочки, которая это сделает, или в принципе вы окажетесь в нужное время в нужном месте, но здесь то, что сейчас сокрыто от вас, для вас будет, в общем-то, прорывом, мне хочется сказать, из-за того, что устранят некого человека, некого мужчину, который, в общем-то, не глуп абсолютно, но на него найдут законные методы для его устранения. И место под солнцем, как-то пойдет на вас. Вот какой бы фирмы это ни касалось, какой бы организации это ни касалось. И произойдет это же уже очень скоро. Причем когда выпадает столько старших арканов, то есть окажетесь обязательно на слуху, на плаву, на виду, я не знаю, как угодно, но именно жребий в вашу сторону, дорогие мои. Именно так показали карты мне позицию номер 1. У нас с вами такие сегодня блиц-расклады о самом главном на скорое сбывание, поэтому, дорогие мои, все, что могу, все для вас.
Позиция номер 2. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет у кого-то из тех, кто меня смотрит. Карты прям показывают, что очень-очень скоро события эти действительно произойдут. Так. Тут не очень приятная карта, девоньки, могу сказать. Здесь, смотрите, здесь есть либо пара, которая... Вот смотрите, либо это только новая, да, свежая семья, я бы так сказала, семья, где либо есть ребенок, причем я бы сказала, что здесь не очень понятно, ребенок ваш общий, либо вы с ребенком вышли замуж, да, вот так. Замуж, либо стали жить. Да, здесь нет официального соглашения, я не могу на 100% утверждать, что это официальный брак, но в любом случае, со стороны вашего, давайте будем говорить мужа, мужчины, сожителя, есть некая дамочка, мне сложно сказать по этой карте, мама это, бабушка, тетя, сестра, племянница, но единственное, я могу сказать, это женщина кровная, то есть она ему родня, 100%. И она почему-то почувствует себя неяково, да, вот хочется сказать, вот как будто бы, отдавая его вам, она приносит себя в жертву. Вот мне вот так это хочется сказать. И в эти планы, в ее планы это не входит. Она выглядит как соперница, и когда мы говорим о треугольнике, я бы не назвала его любовным. Я бы говорила, что женщина по крови, в очень-очень скором будущем. Здесь, девоньки мои, будет какой-то разговор с этим мужчиной, ее доводы, ее аргументы относительно ребенка дома. Может быть, речь идти будет о прописке, может быть, речь будет идти о том, что собирается вкладываться в жилье, либо вкладываться в ремонт, может быть, либо еще как-то. В общем, она настолько будет аргументированно с ним говорить, что мужчина разорвет отношения. Здесь поставится точка, девочки мои дорогие. Здесь предаст тот, на кого вы рассчитывать не могли. Для вас это будет, ну вот, катастрофа, я бы сказала, да, вот, то есть как бы здесь женщина, она в принципе не делает никакой магии, она не говорит о каких-то ваших похождениях, например, на сторону, она не сквернословит, нет, она просто из-под тяжка, вот знаете, наедет с аргументированными вещами, она как будто бы его убедит, что не нужно сюда вкладывать деньги, в нее, в жилье, в ее ребенка. За ребенка, может быть, будет, вот тут в основном речь за деньги, за ребенка и за именно недвижимость. Причем могла бы читать, если не ребенок, то тогда у вас с ним очень большая разница по возрасту. То есть куда ты рога свои щемишь, да? Она моложе тебя вдвое, например, могла бы я прочитать еще по этой карте. Девоньки, к сожалению, здесь расторгнется либо свежесозданная семья, сожительство, либо отношения, которые буквально вот-вот-вот, без 5 минут вы должны были бы быть вместе, то есть сойтись уже, да, вот так. По вмешательству барышни, которая выпала нам в раскладе. Произойдет это скоро, он откажется как от сложностей. Вот, а нахиба тебе это надо, да, вот хочется сказать. Вот понимаете, вот она будет его настолько доставать, она настолько подберет нужные слова, чтобы убедить его в этом, что мужчина, он даже не сдастся. Он просто, как, знаете, как с другой ситуации, с другого угла посмотрит на ситуацию, на ваши отношения. Девоньки, ну я вам могу сказать, из опыта 30 с лишним летнего практики с людьми, с девочками, с мальчиками, я могу сказать, когда мужчина расшатывается в своих взглядах, когда мужчина зависит от чужого мнения, пусть он идет лесом. Но это не мужик. И давайте посмотрим по троечке, что подскажут карты нам. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет в жизни у кого-то из вас.
Сразу могу сказать, что здесь удачное собеседование, дорогие мои. Здесь удачное собеседование. Сейчас. Очень много людей. Так. Ну, это тот самый случай, когда большая конкуренция, это действительно очень-очень скоро произойдет. Дорогие мои, смотрите, что показывают карты. Официальное трудоустройство, получение, может быть, после получения диплома, либо защита какого-то диплома, каких-то документов, своего статуса и так далее. У меня прям толпа людей падает. И я могла бы сказать, что очень пристально будут рассматривать вас в числе 3 конкурентов, давайте скажем так, на должность, на защиту, я не знаю, на какую-то работу, которую нужно защитить, вот что-то такое. Я могу сказать, будет действительно собеседование, и здесь как бы победоносное шествие, то есть вас либо выберут из всех, либо, причем это общим голосованием, общим советом, с большой конкуренцией, и очень патовая ситуация для всех остальных. Причем, должна сказать, в этой ситуации будет один мужчина, который затмевает буквально женские позиции, да, то есть вот казалось бы, что он считает, что он уже Бога за бороду поймал, да, жар-птицу за хвост, но, к сожалению, и этому мужчине, к сожалению, на счастье вам, скажем так, здесь не везение, здесь такой вот, знаете, жесткий отбор, когда пристально присматриваются. Я бы сказала, что либо вашу работу, либо вашу кандидатуру сочтут как раз-таки нужной и конкурентоспособной, да, в данной ситуации. И я могу сказать, что очень скоро, это буквально действительно считанные дни, вы получите одобрямс по поводу либо какого-то трудоустройства, либо какой-то защиты, может быть, это диссертация, может быть, это выбор какой-то работы, может быть, претендуете еще на что-то, но все это официально, говорю сразу, связано с трудами, в любом случае, с официальными какими-то соглашениями, с трудами, с договорами. Опять-таки, может быть, здесь о договоре, когда выбирают себе какие-то союзные фирмы, с кем работать. И я могу сказать, что либо если это контракт, что менее больше подходит под этой по этой карте все-таки как не договор, а больше это как принятие, да, куда-то. Я бы сказала, что вы обойдете конкуренцию, но я не уверена, что здесь будет какая-то ваша заслуга именно в самом выборе. И я так понимаю, что везению здесь тоже места нет в этом раскладе. Здесь будут из 3 выбирать очень-очень серьезно. И, наверное, вы по каким-то критериям просто подойдете больше для занимаемой должности, либо места, из тех еще 2, которые будут за вашей спиной. Ну вот, понимаете, здесь очень жестко разделяется карта. Кому-то фиаско, а вам как бы идет вот победа. Причем задел на длительное время. Я бы сказала, то, что произойдет очень быстро, обойдя своих конкурентов в этом состязании, вы себе как бы, ну вот как заручаетесь на длительное время быть, либо при работе этой, либо какая-то договоренность на длительный срок, да, заключается какой-то документ, вот что-то здесь долгосрочное, что-то такое, да, поэтому, ну, опять-таки, здесь даже может быть аренда, в конце концов, чего-то, где желающих много, а выберут из кого-то только одного. Здесь все, что угодно может пройти по этой карте, но здесь очень хорошая, нервная, но очень хороший положительный финал для тех, кто, для кого-то из вас, кто меня сейчас смотрит, дорогие мои. Вот так вот у нас сегодня выпали расклады. Вот так они у нас сегодня легли, карты. И это, собственно говоря, был такой малюсенький мой вброс, да, для вас, чтобы вы могли хоть немножечко для себя чего-то узнать, почерпнуть, получить какую-то информацию. Я постараюсь что-то сделать для вас еще и на 2 своем канале, а здесь говорю вам пока-пока. Скоро свидимся.